Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о подарках, которые не стоит дарить в высокосный год. И напоминаю всем, что 2024 год, следующий год у нас с вами высокосный год, год зеленого деревянного дракона. Помним о том, что зеленый деревянный дракон бывает раз в 60 лет. И вы знаете о том, что дракон это такое вот достаточно активное животное, мудрое животное. И поэтому очень важно правильно знать и понимать, какие же подарки не стоит дарить в высокосный год, потому что вы таким образом не только к себе привлечете проблемы, но и к тому, кому вы их дарите. Также обращаем ваше внимание, что любой подарок, который вы пожелаете подарить на протяжении 2024 года, обязательно должен быть красиво упакован. Помните, цвет должен быть зеленый, золотой или красный. Это те цвета, которые действительно будут помогать человеку в его мечтах, в его желаниях, в реализации тех или иных мыслей. Ну а теперь давайте поговорим о том, какие подарки ни в коем случае нельзя дарить. Первое – это статуэтку с символом 2024 года. Многие посчитают, что лучше всего подарок будет зеленый деревянный дракон. Не стоит ни магнитики, ни календари, не стоит дарить, потому что вы должны понимать о том, что высокосный год, он особый год, он мудрый год. Это год, который действительно у человека могут быть кардинальные перемены. И когда вы дарите вот статуэтки с символом высокосного года, вы должны понимать и то, что таким образом вы человека ограничиваете в его мыслях, в его достижениях, в его контактах и так далее. Этого не стоит делать. Далее не стоит дарить и мягкие игрушки с символикой года. Даже если это будет самая красивая игрушка, которую когда-либо вы видели. Но не стоит этого делать, потому что, опять же, вы тем самым, вместо того, чтобы привлечь радость в семью, в дом, вы будете привлекать навязывание непонятных ситуаций в жизнь того или иного человека. Также не стоит дарить на протяжении всего 2024 года вафельные полотенца, салфетки. Это ни к чему хорошему не приведет. Помните о том, даже если вы родной близкий человек и решили подарить банное полотенце кому-то, не стоит этого делать. Почему? Потому что полотенце, именно высокосный год, оно несет траур. Надо ли вам такая беда? Нет, скорее всего, не нужно. Поэтому не стоит дарить. Хотите человеку сделать приятно, лучше таким образом пойдите вместе в магазин, на рынок, где вы покупаете, и попросите, чтобы человек сам выбрал своими руками. После этого обязательно дайте человеку деньги, а тот именинник уже сам рассчитается за этот подарок. Очень важно, чтобы вы рассчитывались за подарок, потому что здесь должно правильно произойти обмен энергиями. Обратите на это внимание. Далее, свечи. Вообще никакие свечи на протяжении года мы с вами не дарим. Если не хотите, чтобы в семье были проблемы, постоянно какие-то неприятности, скандалы, то этого делать не стоит. Далее, ни в коем случае не дарите фоторамки и фотоальбомы. Вообще, вы должны понимать и то, что символ 2024 года дракон – это у нас с вами животное будущее, которое смотрит в будущее и мечтает о реализации тех или иных целей. Когда вы дарите фоторамки, фотоальбомы с фотографиями из чего-то прошлого, из ваших прошлых путешествий, с ваших каких-то совместных праздников и так далее, то вы должны понимать и то, что таким образом вы якорите именно прошлое. То есть вы не даете человеку дальше двигаться и развиваться. Он скажет о том, ну и что, вот красивая фотография, возможно, даже фоторамка или фотоальбом авторской работы и так далее. Вы должны понимать, что символ года, у него есть свои какие-то ограничения. И желательно это, конечно же, использовать для того, чтобы не привлекать беды, неприятности
проблемы в жизнь другого человека. Далее, что не стоит дарить в высокосный год, это носки, пижама и вообще какую-либо одежду. Особенно это касается бабушек, касается людей, тех, у которых есть маленькие дети, внуки, и вот они стараются на Новый год подарить какие-то вещи. Не стоит этого делать. Ни носки, никакие пижамки, никакие кофточки не стоит это дарить. Обращаем ваше внимание. Потому что таким образом вы зацикливаете человека на какой-то определенной жизненной ситуации, и когда вы дарите такое, то, к сожалению, в жизни человека ничего хорошего, доброго не произойдет. Далее, не дарите, пожалуйста, и никакие календари, потом блокноты, даже если это какой-то ручной работы, сделанные что-то по особому какому-то эскизу и так далее. Вы должны понимать, что таким образом этот календарь, этот блокнот, он будет нести энергию прошлого. Надо ли вам такое? Точно нет. Далее, не стоит дарить шампуни и всевозможные, вообще любые жидкости в следующем 2024 году не дарите. Это касается и шампуней, это касается тех же каких-то баночек с какими-то кремчиками и так далее, и так далее. Не стоит этого, пожалуйста, делать. Далее, не стоит на протяжении 2024 года дарить кошельки, портмоне, сумки. Даже если вы знаете, что человек очень сильно хочет там какой-то кошелек или сумку какого-то бренда, и вы как бы готовы сделать человеку приятное, лучше, опять же, повторимся, идите вместе в этот магазин, покупайте. В любом случае именинник захочет узнать цену, в любом случае имениннику будет интересно, а в каком вы магазине купили. Человек даже иногда просто ради интереса хочет узнать, в каком магазине и сколько это стоит. Не для того, чтобы вас как-то обидеть или как-то на что-то вам указать. Нет, просто человеку может быть интересно. Поэтому берите за руку, идите в тот магазин и говорите: вот хочу тебе такой подарок. Опять же, как мы даем эти деньги для подарка? Мы даем имениннику в магазине, а именинник уже сам рассчитывается. Это будет правильно. Далее, на протяжении 2024 года не старайтесь дарить кастрюльки, тарелки, кружки, чашки, сковородочки и так далее. Это подарок не для 2024 года. Даже если вы знаете, что ваша любимая бабушка любит готовить в какой-то кастрюле какой-то определенной там фирмы, то, знаете, в 2024 году ни в коем случае не стоит этого делать, потому что вы таким образом лишаете человека радости, вы человека лишаете каких-то материальных благ. Далее, какие еще подарки нельзя дарить в год зеленого деревянного дракона? Друзья, любые огненные подарки, то есть любые подарки, которые связаны с огнем. На протяжении 2024 года не вздумайте их дарить. Что это могут быть? Это могут быть свечи. Сейчас даже свечи есть авторских работ, достаточно очень красивые, но мы не рекомендуем дарить ни свечи, ни подсвечники, ни зажигалки. Также это касается и картин, изображений, где есть огонь, потому что вы знаете сами, что дракон — это то животное, которое извергает огонь, и любой другой источник огня будет восприниматься как конфликт и, соответственно, может привести к не очень хорошим последствиям. Ну и, во-вторых, не забывайте, что стихия зеленого дракона — дерево, а оно, как известно, боится огня. Далее, не стоит в год дракона дарить колющие и режущие предметы. Это тоже связано что с огнем. Почему? Потому что у нас дракон — это хищное животное, и если вы дарите вот так ножи, вилки, даже ножницы, и таким образом дракон будет воспринимать это как оружие, как угроза. Поэтому все-таки не стоит раздражать символа следующего 2024 года, и дарить колющие и режущие предметы.
Далее, друзья, ни в коем случае на протяжении 2024 года не дарите ни зеркало, ни зеркальца. Дело в том, что это очень важно понимать, потому что если животное увидит свое отражение и может подумать, что в отражении находится его враг, то есть его какая-то, да, копия и так далее. И таким образом может произойти, знаете, как какие-то действия не очень хорошие в вашей жизни. Поэтому не стоит дарить зеркало, даже если вас просят. Хотите, лучше подарите в красном конверте, именно в красном конверте деньги с пожеланиями всего самого наилучшего. Пишите от чистого сердца, и пусть человек этот конверт действительно купит себе то, что он считает важным и нужным на свой день рождения. Еще раз хотим сделать большой акцент: не стоит дарить мыло, моющие и в том числе парфюм. Все-таки год дракона — это не тот год, когда это можно дарить, потому что вы должны понимать и то, что, во-первых, это все стихия воды, а у нас дракон — это огонь, и, соответственно, его это может раздражать. Ну, а во-вторых, не стоит оскорблять дракона вот такими вот подарками. Научитесь вообще правильно преподносить подарки. Далее, что нельзя? Нельзя в год дракона дарить любых животных, в том числе пресмыкающихся, рыбок, птичек и даже насекомых. Дело в том, что когда вы покупаете, вы тем самым вы можете обидеть дракона. Поэтому не стоит ничего из этого списка, друзья, дарить, потому что, ну, ничего хорошего вас это не приведет. Вообще должны понимать и то, что дракон, он очень такой вот щепетильный в плане подарков. И если вы будете дарить что-либо связанное с тем или иными подарками, вы можете разгневать его. Что еще, друзья, нельзя дарить? Ну, конечно же, вещи, связанные с болезнями, со здоровьем, с горем. Например, это могут быть какие-то медицинские приборы. И вы должны понимать и то, что таким образом вы не просто дарите, например, человеку какой-то предмет, да, который поможет ему вроде как со здоровьем, но вы в первую очередь злите дракона, а это может привести и к не очень хорошим ситуациям. Далее, ни в коем случае не дарите сертификаты, где будут именно какие-то экстремальные туры или экстремальные подарки, там, например, прыжок с парашюта или, например, полет на воздушном шаре. Вообще вот эти занятия на протяжении 2024 года вообще стоит отложить. Вы должны понимать, что нужно выбирать подарки с учетом зеленого деревянного дракона. А зеленый деревянный дракон это не любит вот такой вот экстрим. Поэтому все-таки не стоит этого делать, потому что, не знаю, вы должны понимать и то, что вы подарили сертификат, например, на полет на воздушном шаре и так далее, или на какой-то дайвинг, да, на какой-то экстремальный вид, и потом, знаете, может произойти какая-то не очень хорошая ситуация. Поэтому этого все-таки делать не стоит. Также не стоит дарить часы. Это, наверное, тема всем уже известная давно, но все-таки мы повторимся. Даже если это ваш самый близкий родной человек, про часы, пожалуйста, забывайте. И не стоит их дарить, потому что ни к чему хорошему это точно не приведет. Далее, еще раз повторимся, ни в коем случае нельзя дарить также носки, и ни в коем случае не дарите подарки заранее, потому что вы таким образом перепрограммируете судьбу человека, и это может привести к очень плачевным ситуациям. При этом, на первый взгляд, вы можете это не заметить, но со временем это может привести к не очень хорошим последствиям. Также обращаем ваше внимание, что сам по себе год, 2024 год, он будет такой вот, с одной стороны, яркий, а с другой стороны, он будет
год кардинальных перемен. Поэтому, когда вы будете выбирать еще подарки, бывает так, что какой-то подарок мы, допустим, не сказали, да, не сообщили вам, не проговорили, а вы на интуитивном уровне подумайте, стоит ли вам дарить, то есть как он будет связан с цветом зелени, далее, как он будет связан с деревом и как он будет связан с самим драконом. Вот если эти 3 правила выполняются, нет конфликтов стихий в энергиях, то, конечно, дарите такой подарок. А лучше всего берите именинника за руку, ведите в магазин, супермаркет, и пусть он сам выбирает. Это будет лучше всего. И таким образом вы не привлечете ни в свою жизнь, ни в жизнь именинника никаких бед, проблем и неприятностей. Мы желаем, чтобы для вас 2024 год прошел легко и незабываемо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. В комментарии прямо к этому видео прямо сейчас напишите «Деньги 2024». Я приглашаю в свою жизнь. И, друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам, друзья, мыслимых и немыслимых благ. И услышимся с вами уже буквально в следующем видео.